Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что ждет? Узнай будущее, что изменит твои планы или события, которые влияют на вашу жизнь. Прогноз Таро на 10 дней на декаду на период с 1 по 10 декабря. Последний месяц уходящего года, когда мы строим планы на будущее и подводим итоги. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И первая колода — это у нас Ленорман. Как видит Ленорман, события ближайшего будущего или с чем это связано. Я же вас всех приглашаю на свой сайт. Я уже опубликовала гороскоп на декабрь, именно планетарный гороскоп, для каждого из знака зодиака в отдельности. И все ссылки будут в описании под видео. Скоро опубликую, надеюсь, на этой неделе. Завершу на 2025 год именно планетарный гороскоп по западной астрологии, то есть по знакам зодиака. Итак, давайте будем узнавать и позволим картам, не задавая вопросов, провести нас цепочкой развития событий, как видят карты. События ближайшего будущего для вас, мои дорогие козероги. Может быть, важные темы, важные сферы жизни. И на Таро дополним наш прогноз. Первая карта — неожиданность. Может быть, это то, что вас заставляет как раз пересмотреть ваши планы. Или какие-то коррективы внести. Или события, которые оказывают влияние на вашу жизнь. Вторая карта — в чем ваша сила, что вам помогает. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. У кого-то документы, у кого-то учеба. Энергия денег на эту неделю. Финансы в целом. Личная жизнь. Опять же, энергетику, как видят карты. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же расскажут о вообще надежный период. Такой, который на преувеличение или на улучшение. Это наши близкие, безусловно. Это наш дом. Ну, решение финансовых вопросов в том числе, но у вас, в принципе, сильная позиция. И поэтому многие вопросы вы для себя можете либо согласовать, либо как-то улучшить, либо, может быть, дом вы будете улучшать, готовить к празднику, или какую-то финансовую тему, может быть, и закрыть, или наоборот, будете рассматривать по части финансов получение кредита. Но тут все как будто в рост. Да, по дереву мы должны ухаживать за нашим деревом буквально, и поэтому все требует вашего контроля. Но вообще эта карта очень позитивная, потому что и сегодня у нас прочное положение, ну и на завтра как будто тенденции такие же. Давайте откроем вторую карту, не о чем беспокоиться. Да? А вот смотрите, видимо, все же надо быть внимательным. Да, ваша как бы энергетика или события, или все то, что вокруг вас, оно достаточно надежно, по крайней мере, выглядит. Но есть крыса, все-таки нас заставляет быть очень аккуратным. Или где-то говорит о том, что да, вам не мешает человек. Но есть, тем не менее, какая-то персона, которая может вам говорить что-то хорошее, а при этом завидовать. Или думать: ах ты, елки-палки, что ж ты вот у него или у нее все так хорошо получается, а у меня все что-то не так. Вы люди сильные, мои дорогие козероги. И глядя на вас, ведь никогда, часто, по крайней мере, не подумаешь, какие проблемы есть в вашей жизни. И для многих может создаться такая иллюзия, что вам все нипочем, что вы все равно идете вперед. Для кого-то это может проиграться, когда даже по работе вам предлагают должность, а на эту должность метил кто-то другой. Ему не предложили, этому другому предложили вам. И он как будто затаился. Всегда, когда крысы — это те, которые ждут удобного момента. Или они не играют в открытую, они не действуют открыто. Они именно где-то из-под тишка. Конечно, у кого-то из вас вот как раз эти две карты может говорить, что есть человек даже среди ближайшего окружения. Или тот человек, который вхож в ваш дом. И, может быть, вы думаете, что он несет что-то позитивное, а он несет какую-то свою собственную зависть. Вот, по крайней мере, мои дорогие козероги, профильтруйте ваше окружение. И близкое, и далекое, с кем вы имеете больше контактов. Или, мои дорогие, кому вы о себе больше рассказываете.
Видимо, в эти 10 дней могут быть и люди, они могут, кстати, себя где-то выдать, задавая вам такие беспардонные вопросы. А как у тебя дела? А что у тебя в деньгах? А что у тебя с мужем или с женой? А что у тебя с домом? Бывают такие люди. И хотя это дурной тон, уточнять какие-то сугубо личные вопросы, но некоторые не стесняются их задавать. Вот излишнее какое-то любопытство, так и знаете, что к этому человеку нужно относиться как-то очень осторожно. Давайте откроем еще одну карту. Вот точно, вы знаете, вы кому-то могли рассказывать о себе больше, чем следовало. У вас на кону, помимо того, что вот все то, что было мною сказано по карте дерева, усиливает как будто в разы карта корабль. Это добрые перемены, это исполнение желания. Это то, когда какая-то радость приходит. Для кого-то из вас успешное развитие каких-то событий, которые именно вы инициировали. Или вы к чему-то приложили уже терпение, свой труд, настойчивость, энергию, мысли правильные. И теперь вы этот результат либо получаете, либо он к вам словно приближается. И вы кому-то могли это рассказать о своих, допустим, планах. И где-то в эти 10 дней будут либо события, либо информация, что да, у вас как раз на кону исполнение желания. И кто-то это может, вот знаете, с таким содроганием души воспринимать. Ну надо же, я-то думала, не получится. А нет, все-таки он идет или она вперед, и все у нее складывается вот как хочется ей. Вот понимаете, часто наше именно искреннее порой отношение к людям не гарантирует такого же искреннего отношения по части человека к нам. И о себе, когда мы меньше рассказали, мы спокойнее спим, это точно. Видимо, у вас сильная позиция, повторюсь, а когда такие карты выпадают, нам нужно быть, как правило, предельно внимательным к тем, кто нас окружает, или к тому, что мы говорим, о чем мы рассказываем. Может быть, даже, мои дорогие, это ваши планы, ведь по кораблю это планы. Здесь может приходить какая-то информация, которая для вас с плюсом. Вас могут отговаривать близкие, а решать все равно вам. Вам какой-то очень удобный момент нужно не упустить. И пусть другие имеют какое-то свое мнение, но другие – это другие. А то, что хотите вы, оно должно быть сохранено и продолжено. Поэтому не дайте себя, к примеру, от чего-то отговорить. Принимайте решения сами, потому что на кону буквально какое-то будущее счастливое может стоять. Или развитие событий. Здесь могут отговаривать, не соглашайся, допустим, на новую работу или на новую должность, или не уезжай куда-то. У кого-то может быть, допустим, работа, связанная с командировками, а вам хотелось путешествовать. Путешествий не получается каких-то, а именно по работе передвижение. Вам лично интересно, а другой будет сидеть и думать, и смотреть, что «а нет». И даже близкие, кстати, будут отговаривать. А куда же это ты уедешь? А вот что же я буду делать? И такой может быть заход вопроса или постановка. Поэтому все равно оттолкнитесь от вашего желания. Вот карта корабля – один из символов Меркурия. И где-то подразумевается, что, как и в эти 10 дней, может быть много новостей, ваше быстрое передвижение, ваша быстрая какая-то адаптация. Но это все со знаком плюс, потому что это раскрывает какие-то совершенно новые перспективы. Давайте еще одну карту откроем. Более чем реальны все ваши желания. В этой колоде 2 карты женщины и 2 карты мужчины. И если первые 2 карты – это наше желание или какое-то страстное желание – а вторые 2 карты – реальность. Вот это как раз про реальность. Мои дорогие девочки, это правда, вы можете даже бизнес начинать с нуля. Или, по крайней мере, продумывать. Вас могут отговаривать. А вы и так планомерно, пункт за пунктом, что-то можете узнавать и идти вперед, и у вас обязательно получится в реальной жизни осуществить ваше намерение или цель. Для кого-то из вас это может быть изменения или могут быть изменения по части личной жизни, когда вы с человеком, может быть, даже на расстоянии с учетом корабля, или наоборот, вы куда-то хотите переехать, переместиться, или что-то изменить. Опять же, не отказывайтесь от своих планов. Вот есть какая-то помеха, посмотрите, все 3 карты прекрасные, и вы-то ведь правильно видите, как вам нужно действовать. Но вот есть те, которые вас пытаются либо отговорить, либо не очень рады вашим победам, успехам.
Тогда примите во внимание, если наша жизнь зависит от одобрения других людей, мы никогда не сможем быть счастливы, потому что мы будем все делать с оглядкой. Вот этого быть не должно. Неожиданности давайте узнаем. Вот еще раз нам карта говорит. Сохраняй буквально свой дзен, свою нирвану. 7 жезлов. И каждый жезл пытается как будто достать нашу героиню. А она как раз сидит и даже отвернулась. У меня есть свои планы. Для меня сейчас важно именно моя какая-то задача. Может быть, моя гармония в душе, мое спокойствие. И карта нам говорит, перед тем, как откликаться, тут как будто каждый из людей, или каждый человек, который держит этот жезл и пытается достать, он имеет свою какую-то тему или интерес. Не самое доброе как бы взаимоотношение, когда оно строится на интересах. Потому что интерес сегодня есть, а завтра его нет. И поэтому вас могут рассматривать и не отпускать, кстати, с работы. Именно потому, что вы люди надежные. Вы уже могли у кого-то так проиграться. Вы уже нашли себе место, и вас уже там рады встречать. А с прежнего места работы не хотят отпускать. Потому что или ставят где-то палки в колеса. Может быть и такое у кого-то. Потому что поручи что-то Козерогу, спи спокойно. Он все сделает так, как надо, и даже больше. Вот ваше желание, мои дорогие, вы себя, это не значит, что мы ставим себя на первое место и вот так вот прямо как-то с помпой, с пафосом это делаем. Нет, мы как раз нейтрализуем какую-то обстановку, чтобы не было помех. Вот в неожиданностях могут быть какие-то помехи. Ваша сильная сторона. У кого-то, знаете, мог быть даже конфликт. Или на основе того, что существует конкретная помеха, и когда вы не можете что-то осуществить желаемое, кто-то вас может вызывать вот на это соревнование, конфликт, но тогда это ведь ваша сильная позиция. Нивелировать, нейтрализовать этот конфликт, как-то проговорить на чистоту и закрыть раз и навсегда какую-то тему. Или ту тему, где, ведь это карта первой победы, когда вы, возможно, вроде победа была, но удовольствия от нее не получили. И вот все, что связано с разочарованиями, в эти 10 дней ваша сильная позиция забыть окончательно, чтобы перестать думать. Может быть, это где-то ваша перестройка, потому что Плутон уже в Водолее, но еще какой-то период времени прежней энергии, которые так долго были словно нависшие над вашим знаком, они еще дают о себе знать. А Плутон Водолея – это индивидуальность. И, мои дорогие, свобода. Помните, вот символ корабля – это о свободе тоже. Вот ваша сильная позиция побыстрее от всего, что вас гнетет, удерживает, от того, что заставляет в себе сомневаться, как можно быстрее проститься с этим или буквально избавиться. А если это касается людей, которые вас не вдохновляют, значит, тоже как-то обойти их или свести к минимуму, а постепенно отказаться от таких контактов. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, тут какие-то перспективы. По аркану звезда – это ваша популярность. По аркану звезда – это ваша цель, намерение. И словно вот эта нить невидимая – это тот план, который вы себе поставите. И для вас, мои дорогие козероги, нет ничего невозможного. И самое главное – иметь или знать, что вы хотите получить в конечном итоге. И тогда методы, и не один, 1001, вы обязательно найдете. Что-то отшлифуете, себя организуете на что-то, как-то адаптируете к любой абсолютно ситуации. По этой карте нет ничего невозможного. И я должна сказать, в колоде Таро всего 2 карты выбора правильного направления. Это карта Солнца, которая говорит о периоде на 6-8 месяцев, и аркан звезда, который лет на 10-20. Это я про Плутон, мои дорогие. И вы сейчас выбираете это направление, дела, работа, бизнес. Какие-то ваши приоритеты на долгий период времени, не оглядываясь назад. Пространство, Вселенная, высшие силы, ангелы пытаются вас как раз перестроить на совершенно что-то более новое, радостное, позитивное. Когда вы себя поставите не просто на первое место, а когда вы добьетесь какого-то ошеломляющего успеха, и такое может быть
в 2025 году. Но если мы без конца оглядываемся назад или где-то слушаем, ну, даже окружение, пусть подает себя человек как, ну, как ваш союзник, но ведь это не факт, что так оно есть на самом деле. Поэтому вера в собственную звезду творит чудеса. И у кого-то, правда, связанная с передвижением, перемещением, переездом. Встреча может быть какая-то долгожданная с важным человеком, ключевым партнером или любимым человеком. Или смена места жительства, допустим, даже потому, что по работе вам это сделать необходимо. Для кого-то из вас рост вашей популярности как эксперта по вашей профессии. Или какая-то перезагрузка, когда вы вид деятельности даже можете поменять и начать работать посредством интернет или новых IT-технологий. Это хорошо проигрывается по аркану звезда. И тогда вам говорят, что вы еще будете популярны. Прекрасная энергия. Деньги. Вот еще один старший аркан. Тут действительно само пространство пытается вам помочь, мои дорогие козероги. Аркан Колесница не оглядывается назад, заново нам повторяет и говорит тебе отсюда только вперед. Не пытайся какую-то историю условно реанимировать из прошлого. Когда, да, могут возвращаться в этот период люди в нашу жизнь. Вполне вероятно. И где-то вот этот аркан женщина может как раз в колоде Ленорман говорить о личной жизни, мои дорогие. Конечно, может говорить также о творчестве. Для мужчин это может быть важная женщина в вашей жизни. И какая-то составляющая, которую вам нужно детально продумать. Для вас, мои дорогие девочки, это ваш какой-то план, который вы тоже хотите осуществить, и у вас получится. И если даже в этот период, что планетарно допустимо, нам могут возвращаться разными путями люди, которых мы когда-то знали, могут написать или вспомнить, или мы встретить можем, ну, на улице или в любом месте. Поверьте, этот человек появился в вашей жизни не случайно. Каким-то образом будет с ним взаимодействие. И если есть вот именно обоюдное желание контактов, или когда вы видите, что, ну да, какая-то история может быть, пусть в узком контексте продолжена, тогда и был даже если конфликт, значит конфликт нейтрализовать и продолжить уже в новых энергиях эти контакты, эти знакомства, эту дружбу. Но если это желание исходит только от вас, вот я хочу, а тот, кто был моим партнером, ни в какую, ну понятно, то тогда эта ситуация требует своего завершения. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие, по аркану Колесница. Вот правда, стройте как и планы минимум, так и планы максимум, так и по финансам. Тут тоже может быть как изменение какой-то финансовой составляющей. И нам говорят, что в ноябрь, декабрь могут происходить важные решения, когда сильные мира сего о чем-то договариваются. Меняется система финансовая. Мы можем узнавать об этом чуть позже. Может быть, и даже где-то в течение декабря, а то и с переходом на январь, февраль. Но перемены неизбежны, даже если вы их не инициируете или не ставите перед собой каких-то высоких целей, то перемены мы не отменим. Нам придется себя адаптировать как-то по-новому. В том числе, может быть, и по части финансов, смена финансовых валютных рынков, фондовых рынков, систем взаиморасчета. Здесь тоже может проходить по этой карте. Может быть, как финансовую какую-то грамотность для себя добавить. Мы многие не адаптированы в том плане, мы не очень хорошо понимаем, что такое электронные деньги, как это может работать или как это я могу вообще применить. Для нас это как пелена какая-то. Может быть, для вас, мои дорогие козероги, как раз и рассмотреть вот какие-то новые возможности где-то заработка или взаиморасчетов. Но концепция денег будет меняться, как и ваших планов, так и денег тоже. Причем в положительную сторону обе. Личная жизнь. Будущее. Тут тоже будущее. Тройка жезлов – это расширение нашего кругозора, расширение горизонтов. И когда мы не оглядываемся назад, девушка вот с серфингом стоит, она даже не смотрит назад. И обратите внимание, у нее только серфинг в руках и ничего более, но она обладает решимостью идти вперед. И у кого-то по части личной жизни или решения каких-то вопросов в позитивном ключе
Или даже если и была какая-то грустная история, скорее всего, что-то вы будете завершать. Причем завершать так красиво, уходя от конфликта, я могу сказать, когда вы, поставив опять же себя на первое место, понимаете, что да, какие-то пункты мы должны прийти как к консенсусу, согласовать. Но то, что я не поворачиваюсь назад, это точно. Вы видите какие-то более конкретные перспективы. Или, мои дорогие, вы желаете воплотить свою мечту, даже по личной жизни. И такое тоже может быть. А у кого-то ожидание встречи, мои дорогие, вот такое тоже может проиграться. Для людей семейных, ну, самые разные вопросы. Но тогда все равно вы, у кого сейчас все хорошо в паре, будет еще лучше. Это вы вдвоем будете уже надумывать что-то себе или планировать. А как мы будем организовывать нашу жизнь или что бы нам хотелось осуществить вдвоем в будущем. Прекрасный позитивный период. Совет от карт. У вас сильная позиция. Я с этого начала. Но когда у нас сильная позиция, аркан сила, неизбежно вот какие-то крыски, они присутствуют, увы. И обратите внимание, аркан нам показывает девушку прекрасную, у которой половина лица напоминает львиную гриву. И это сильные эмоции, которые нас одолевают. Но надо их так не слегка причесать, потому что они нам могут помешать. Вообще они случайный козленок, невинный. Поэтому уравновешивать себя придется, может быть, это гармония в душе, но еще и быть дипломатом. Самому себе не помешать. И, может быть, есть темы, да, как карта соревнования, ну так она называется, семерка жезлов. Или когда нас буквально семеро хотят достать, или пусть был какой-то конфликт. Вот свести точнее, все вот какие-то подобные, может быть, распри, может быть, конфликты, недопонимание к нулю, нейтрализовать какую-то острую обстановку. Ваша сильная позиция. И пусть даже в каком-то нейтралитете вы сохраните те или иные отношения, тогда худой мир лучше доброй ссоры. Потому что не должно быть тех, вам тут вообще, я говорила, причесать окружение стоит, чтобы не осталось тех людей, которые вам могут где-то, ну, навредить или поставить подножку в тот момент, когда вы меньше всего это ждете. А еще это ведь энергетика, как у мага. Люди пытаются вами манипулировать, мои дорогие козероги. И для вас, серым кардиналом, оставаться просто необходимо. Таков совет от карт. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.